Всем доброе утро. Я уже привыкла, что я доброй ночи говорю обычно. Друзья мои, у каждого человека есть силы, которые влияют на его судьбу. Чаще всего это гороскоп, это созвездия, это планеты. Они все влияют на нашу судьбу, и каждый из них по-своему меняет ход нашей судьбы. Очень сильно зависит судьба человека от того, под какой звездой он родился, под каким знаком, под каким созвездием, какие планеты его покровители. Я уже говорила, что мои покровители – это Юпитер и Сатурн. Временами бывает Венера, но Венера не имеет такую силу над моей судьбой, как Юпитер и Сатурн. И когда у меня наступает меланхолия, это Сатурн, поскольку Сатурн считается грустной планетой. Сатурн окружен даже обручем облака. И Сатурн пробуждает мысли о прошлом, о трудностях, о бедах в жизни. Юпитер – это более такой, не более, а Юпитер – это боевой дух. В последнее время я поняла, что иногда влияет очень сильно Марс на меня. Но Марс, он когда уже приходит в нашу жизнь, в нашу судьбу, да, и у него круговорот несколько раз, не помню точно, чтобы как бы не быть голословной, несколько раз в году. Вот недавно он прошел Марс. И у всех были конфликты, трудности, злости и прочее, прочее. Это сильная планета. Так вот, бывает иногда, что у человека гороскоп все время выдает не то, что ему хотелось бы, и что в его гороскопе отрицательного больше, чем положительного. Возможно ли, обратившись к планетам, к созвездиям, к силам, попытаться смягчить хотя бы удар гороскопа или поменять, насколько это получится? Этот ритуал, естественно, делать простому человеку никак невозможно, и даже пытаться нечего. Этот ритуал может делать ведьма, точно так же, как она просит силы помочь человеку в данной ситуации или в данном деле. Точно так же она может поменять ход гороскопа. Вот сейчас это попытаемся сделать. Свечи черные я обычно ставлю для освещения, но и для силы определенной энергии. Нужны белые свечи, можно вот такие чайные свечи, 9 штук по количеству планет. Плутон, говорят, что вычеркнули из списка планет, но некоторые астрологи с этим не согласны. В общем, не будем сейчас вдаваться в подробности. Испокон веков и тысячелетиями известны 9 планет нашего созвездия. А там, конечно, галактик миллионов и миллиард. Это планеты, 9 штук, 9 свечей нужно ставить на черной ткани. Посреди красная свеча Солнце. Сами понимаете, что все вертится вокруг Солнца. И рядом с Солнцем наш Матвей. Но поскольку Матвей уже мировая знаменитость, и уже ему как бы великие известные личности передают приветы через экран, я думаю, что он заслужил этот ритуал, как никто другой. Я проведу для него этот ритуал не потому, что у него там что-то случилось, а просто потому, что на нем экспериментировать намного приятнее. Кроме того, такие ритуалы бесследно не исчезают и не уходят. Они обязательно меняют что-то хорошее и очень сильно меняют. Даже если человек, скажем, безумно не верит гороскопам и не сходит с ума. Бывают люди, которые очень одержимы гороскопами, они постоянно листают, смотрят. Для этих людей тоже можно такое провести, чтобы смягчить удары, которые чаще всего они на себя навлекают, потому что не все так называемые астрологи на самом деле ими являются, и очень часто бывает в гороскопе такая бредятина, что просто смешно. Как говорится, Вань, у тебя в гороскопе, да, написано, что ты мне изменишь сегодня. Да ты шо? А там адреса нету. Вот. Так что бывают и абсурдные гороскопы, но вообще в большинстве своем, конечно,
те гороскопы, которые были составлены много веков назад, очень много там правильного. Не зря индусы, когда женят детей, они сравнивают гороскопы. Мы бы, конечно, посмеялись, и они считают это серьезным шагом на всю жизнь, и лучше изначально партию выбирать счастливую, чем потом в этом раскаяться. Согласны со мной? Итак, менять ход гороскопа, обмануть гороскоп и поменять в некоторым образом и ход судьбы. Сразу скажу, что на ведьм гороскопы не влияют никак. У ведьм судьба непредсказуема. У них нет судьбы вообще. И нашу судьбу мало кто может прочитать, увидеть, и мало кто нам делает предсказания. Если вы заметили, я очень мало случаев помню из своей жизни, когда мне кто-то предсказывал, и оно сбывалось. Говорили общие вещи, говорили вещи такие, которые, видимо, давали им сказать силой. Какие-то советы мне через этих женщин приходили. Это были старые женщины, многих из них нет в живых. Они были сильные люди, но я бы не сказала, что они ведьмы, но они хорошо видели будущее. На Кавказе есть такие люди, встречаются между делом. Вот. Но чтобы сказать, общую мою судьбу видели, никто не видел. И вообще судьбу ведьмы видеть очень маловероятно, потому что у ведьмы нет судьбы. Она живет под влиянием сил. Сегодня меняет, завтра она читала, поменяет. Ей нужны деньги, она начитала, к ней пришли. Не нужны, она отдыхает. Вы понимаете, как? Деньги не сама цель, поверьте мне. Потому что когда ты всю свою жизнь привыкаешь к тому, что когда ты хочешь, просишь, тебе дают, ты расслабляешься, ты уже об этом не думаешь. Об этом думают люди и стараются как-то собрать народ, что-то там придумывать, делать люди, которые понятия не имеют, что такое сила. Итак, перейдем к гороскопу и к тому, чтобы обмануть и поменять гороскоп человека. То есть влияние планет смягчить или убрать, или поменять, или исправить. Итак, о странники небес, властвующие над судьбинами людей, над судьбами всего живого и неживого, о великая сила планет, напророчившие ему потери, печали и беды, прошу и заклинаю, зодиак обманув, ход пророчеств меняю, лихое убираю, доброе оставляю, заклинаю, заклинаю, заклинаю. О Юпитер, даруй ему силу и волю. О Сатурн, убери с него свои трагичные чары. О Уран, подчини ему свое время, и пусть время слушается его. О Нептун, даруй долголетие и щедрость свою. О Плутон, дай ему денег и имущество. О Меркурий, усиль его творческие планы, дай новые идеи ему. О Венера, подари ему любовные чары, усиль его силу. О Мать Земля, возлюби его и одари всеми благами своими. О Марс, отведи от него свой гнев и направь их на врагов его. О великие странники космоса, прошу, нарушьте пророчество неудачное, обратите злое ожидание в доброе деяние для его судьбы. О тела небесные, созвездия и космические тела, нарушаю и разрушаю я пророческие слова, пророческие деяния, направления, что связано с его судьбой, и обращаю их во благо и в пользу его. Имею власть менять судьбу, и с помощью великих сил делаю это. Да сбудется. Зло отсекаю, добро оставляю, боль отсекаю, счастье оставляю, ход гороскопа твоего отныне меняю. Истина заклята. Вот так вот. Теперь посмотрим, что там произойдет. Рекомендую это провести людям, которые очень зависят от своих гороскопов, людям, у которых постоянно совпадение с гороскопами, людям, которые очень переживают за завтрашний день и за свою судьбу.
И это практически менять ход судьбы и повернуть все силы, вибрации, энергии планет в пользу человека. И сильная ведьма в силах и имеет право это сделать. Ей это разрешено. Удачи вам и всех благ.